В общем-то, еще раз приветствую, друзья. Сегодня мы находимся в Ленинградской области. Будем вместе с вами искать без вести пропавших солдат. Пытаться найти им... Подойду поближе. Тут что-то странное. Да. Подожди-ка. А что это такое? Охренеть. Я первый раз встречаю. Я тоже. Нарком пищепром СССР, главконсерв. Крышка сохранилась. Как я ее аккуратно-то зацепил. Охренеть. Вот это вообще... Мега редкость. То есть сухпай с собой был, получается. Ну, оказывается. Вот это находка. Вот вы когда-нибудь такую видели? Крышка ее сломала уже. А он, между прочим, не открытый был. Так, шум. Ты имеешь в виду, нет деформации? Не-не-не, не открытый, видишь, этим ключом должен был открыть, а он, видишь, вот крышка такая, она не открыта Господи, ключом. ну он мог чем угодно. Нет, она была на консерве где-то там еще должна была быть. Зачем ему открытую консерву с собой брать в бой? С другой стороны, да. Красные стоящие детали. Это клапан. От чего, Михаил? Кобуры. Сигнальный пистолет. А, Да, ребята, мы здесь как назвонили этого солдата? Мы нашли тут сигнальный пистолет. Ну и патроны. Кстати, любовь товарища Газаева. да, у меня все любовь. Мельхиор, что ли? Тинька, А нет, не Мельхиор. а какой? Будете смеяться, но он... Передай Газаеву, пусть почистит. Слушай, думаю, вряд ли это улупит реально. Во-первых, кожа толще. Может, планшет? Да, ну что? Ну что, они думаешь, одним бы цветом были бы? С этой, с тулупом. А вот, ребята, и сигнальный пистолет, который мы нашли с солдата. Смотрите, насколько он в прекрасном состоянии. Заметьте, что он не реставрированный, Да, почищенный просто. да. А он открывается, посмотри. А я не... О. Он еще, смотри, у него еще и номер есть. Вот пошли останки руки, плечо. Между прочим, ну, такой здоровый, да. Пулевое, либо осколочное. Тоже части тулупа похоже. Не, смотри, это чехол для... ну, подожди, не, это от тулупа, это от тулупа. Я сейчас подумал, для иголки чехол кожаный. Ну, может быть. Может, воротник. Тут как-то ушел. Противогазный фильтр. Разложись. Но местами так блестит. Да, противогаз. Ну да, довольно-таки нечасто противогаз. Очень интересный, кстати, и сохранился неплохо. Музейный экспонат со шлангом. Фильтр мы нашли. Ну, здесь металл не очень. Надо эти травы брать. Вот здесь, если видно. Красный треугольник, что ли, их делать?
Нет, там ГР в треугольнике. Смотришь, это красный треугольник. Скорее всего, аббревиатура такая. Опять эти золотые детонаторы, которые делали специально из золота, чтобы они не шли в реакцию с гремучей ртутью. Довольно-таки частая находка. Они же коричневые есть. Нет. Подтупили. Это с этого самого, с рюкзака. Вот эта камера не помешает здесь. Насколько помню, это с рюкзака РКК. Главное не урониться. Я уже все забыл. Но мы такие 100% находили. Забейте. Здесь. Я плохо помню. Вот там. А, у берега, да, было. Да. Вот это корень. Это, да, на змеюку похоже, да, какую-то. Красота, вы видели какая? В бассейн ее надо. Такого чудовища мы еще не поднимали. На этого похоже. На паука. Большой. Часть челюсти нижней. Это череп. Это осколочное ранение. Знаешь, что это? Сейчас скажу, это от блин, от взрывателя. Сама это доп. Заряд. Топ-заряд на разлусе, метровый. Я аж заикаться начал от страха, что Миша может пальцы улететь. Только в него что-то другое вставлено. Может, он свечку из него сделал? Маслом пахнет. Сейчас. Еще один солдат? Большую площадь разрабатывать? Ну так. Сильно больше. В ту сторону. У нас понятно, что 2 солдата. Работы сегодня будет много. Ну, значит, больше шансов, по крайней мере, медальон найти или что-то. Это, ребята, смертный медальон неожиданно всплыл в воде. Конечно, то, что он всплыл, это плохой знак. Он, скорее всего, пустой. Но мы скрестим пальцы сейчас. Может, там пузырь воздуха внутри. Да, может быть, все-таки он будет заполнен. Потому что там лежит как раз солдат в соседней яме. Мы как раз сегодня хотели продвигаться в ту сторону. И вот там медальон, когда пропилили мох, всплыл. Ну, потом. Что, ребята, скрестим пальцы. В этих местах медальоны очень большая редкость. Вот здесь на болоте. Целый второй всего лишь. Не больше, чем на сотню солдат. Было 2. Да. Опа, есть. Целый. Насчет того, что он целый, я бы так... Ну, блин. Но бумага есть, ребята, скрывай. Ну такая, непонятная. Но есть. Не сухой, но... Причем там похоже, что одна часть бланка, половинка, а вторую забрали. Но бумага есть, ребята, значит, это дает шанс. Вопрос чей? М? Чей? Что чей? А солдат-то там прям внизу он лежит. Смотри, маленькая такая, откуда взял-то? Вот там нашли в том грунте, который мы выдергивали. Ну, ребята дергали то, что там ползал. Такой маленький. Маленький гудешоночек. Он не агрессивный абсолютно. Видимо, еще слишком молод, чтобы понимать про агрессию. Сможешь приручить?
Домой забросить. Мини-змея. Нам, по-моему, за камерой следит как раз. И чё? Так, поднимаем останки бойца. Так, Михаил, там еще что-то у нас достает. И это у нас ботинок или сапог. Миш, потом раздашь указания народу? Я уже сказал туда переезжать. Только не перебираю. Итак, что у нас? Это у нас лопатка, да? Катя, если что, там посмотри на зонтик, если Хорошо. Давай еще. Ремень, ребята. Аккуратнее, а? Руками брызгайся, а то на камеру летит. Не подписной, Михаил? Вот смотрю. Такое ощущение, что подписной. Так, ребята, видите, еще и можно поднять. Оказывается, можно бойца опознать и по ремню. Всегда проверяем все личные вещи на подпись. Это обязательно. Показалось. Он здесь царапан, надо смотреть. Может быть, не царапан на самом деле. И это у нас... Ты зеркальце был, либо амальгама с него слезла, Конечно, слезла. либо это вторая часть. Может, это вообще фотография. Да нет, вряд ли. Здесь это, скорее всего, зеркало. Но у нее фаска снята постоянно. Третья, да? Итак, ребята, видите, представляете, здесь вот, в этом болоте мы уже обнаруживаем третьего бойца. Какой? Чем вы страдали с ложкой? Чем? Страдали с ложкой. Ну что там, Юра, все зубы, да? С ложкой. Молодой? Нет, почему? Не есть смысл. Да, и кто из них? Да, лет под 30. Ну как молодой? Да, уверен. Ну, я имею в виду зубы-то, смотри, все. 25, эти вылезли уже. А, эти самые, да? Мудрости вылезли. 25. Может, это вон тот, который... О, ничего себе, граната. Гран... F1, да? Смотри, как он у нас. Ага. Экран вообще огонь. Полностью в родном окрасе. Итак, ребята, это опасная находка. F1, или как в простонародье говорят, лимонка. Да, потом меня... Это у нас четвертый, да? Четвертый. Да, посмотрите. Ты сегодня пулевое ранение. Юра, убери, плохо видно свет. Во. Ирина. Перочинный ножик. Да. И это у нас, да, вот перочинный ножичек. Вот такой был найден в переборке. Это личные вещи одного из найденных бойцов. Ну, перочинный ножик был нужен для заточки карандашей. Обычно писать письма своим любимым матерям, женам, детям. Кому там еще. Для открытия консервов, ну, для любых нож. Каска. Стальной шлем. ША-40, да, кажется? Это шестиклепка. Тут даже клейма. Клемма, да, вот такая вот касочка. Конечно, солнышко нам мешает, ну ничего. С пробитием осколочным. В родном окрасе еще. Юра, тоже пробитие. Оказывается, Михаил выяснил, что это Упирает.
тоже пробитие второе. Ну, вот чувствуется выемка в петле. Ты имеешь в виду в наружную? сквозняк. Сквозная, да? Вот видите, клеймо 313. И вот там вот клеймо есть. Каски шли по росту. Размер у них был не 56, как говорится, а шел по росту. Вот видите, у него рост второй. Вот такие вот у нас. Рука. Вот, посмотрите, какая. Да, конечно, время не щадит ничего. Даже останки. Так, и вот, и это у нас нога. Бедро. Не уверен. И это, видите, у нас нога. По-моему, крупнее. Имеет вот эти места. Вот это поднялось. Ну, вот видите, какие. Отдали жизнь за наше будущее. Миша, а что ты последнюю корзину достал? Михаил на магнит обнаружил очень интересные вещи. И это у нас, Михаил, рассказывайте. Патроны ППШ. 7,62 на 25. Вот видите. Он же ППШ, он же ПКД. Извини, я очень быстро разбираюсь. Да. Осталось два, из них очень быстро разбираюсь. Ага. Вот видите, вот такие вот. На магнит попадается. И это у нас ложка. Ну, самодельная, то есть они, которые управляют. Нет, не деревенская, да, они здесь вот делают. Слушай, Из алюминия, с алюминия выполнена, да? алюминий, который с самолетов, с котлов Ага. переплавляли, Ага. делали. Чисто фронтовая такая тема. Ну, наверное, форму деревянной ложки брали, не? Я не знаю, где они форму делали, в глине или в чем-то. Но времени, видимо, много было. И это у нас рожок. Магазин рожок, правильно, да? Да. Где-то здесь попушали. Магазин рожкового типа. Третий все. Всего третий был. Один был на ППШ, два отдельно, два третий. Вот видите, да, это магазин. Ну, конечно, время его не пощадило, но видите, патрон, конечно, да, был снаряжен патронами. Да, ребята, это выходит у нас. Еще один боец. Сейчас, да. Где медальон? Четвертый. На этой стороне. Нет, по-английски. Вот прям подо мной здесь. Вот понимаете, да. У него то расколочено здесь. Пулевой висок слева. Ну тут много следов осколков. Это, скорее всего, выход пули идет. Не думаешь? Срезан похоже, что либо сгнил. А может осколками его подрезало? Он такой неровный. Бьет. Он наверное, гниет. А? Нет, посмотришь, может, А может осколками его порезало? он либо в этом месте не перетирался, либо как-то. Если он резан, у тебя все равно конец будет обгнивший. Да не в этом дело, посмотрим. Он весь осколочный, кстати, я могу срезать. Ну, смотри. А почему осколки в таком состоянии? Сейчас. Ну, так я уже находил эти немецкие в красках, в идеальном состоянии. На, смотри. Двойной? Да, двойной. Это не поясной. А какой? Ременной? Ременной? Поясной ремень. Или скрипка. Двойной вот с таким количеством дырочек безумным. Ну, там она. Ему давали ее. А он самый. Да вы что? По-моему. Смотри, что-то у меня такое сомнение. Сколько шахов, скорее всего. Опа! Все, успел.